Ну что же, вот мы не спеша и добрались до 6000 километров. С чем я нас, собственно, и поздравляю. Ну а теперь давайте посмотрим, как себя чувствует моя чумазая цепь. Ну и вот она моя цепь, китайская, с UMC, 10-скоростная. Как я и обещал в последнем ролике, посвященному этому велосипеду, цепь я ни разу не чистил за все это время, только смазывал. Ну, из-за этого вид она сейчас имеет такой, мягко говоря, удручающий. Но для нас это не главное, для нас главное узнать, в каком она техническом состоянии. И для этого мы будем использовать вот этот вот китайский калибр, который, на удивление, достаточно точный. Приступим. 0,75. Ну, в общем-то, что здесь комментировать? Вы сами все прекрасно видите. Цепь я за это время пока что убить не смог, и она позволяет продолжать ее эксплуатировать дальше. Какой вывод? Вывод следующий. Не все китайские цепи одинаково паршивы. Приветствую, всем здоровья. Ну что ж, прежде чем начать, кстати, хочу похвастаться обновкой, а именно вот этими вот классными летними перчатками с закрытыми пальцами от Coolcheng. Впервые я эти перчатки пощупал, взяв у знакомого на обзор, и тогда они мне настолько понравились, что я решил себе заказать такие же. Ну, как вы видите, я их заказал, получил, и более того, я на них даже уже проехал несколько сотен километров, и на основании этого уже у меня сформировалось мнение о них. Перчатки действительно классные. Не побоюсь сказать даже, что их качество выше их цены. Так что, если кто-то из вас искал себе что-то такое недорогое на летний сезон с закрытыми пальцами, то вот рассмотрите этот вариант. Ссылку на них я оставлю в описании под видео. Ну, а теперь давайте перейдем непосредственно к велосипеду, на котором я по чуть-чуть, понемножечку, можно сказать, по чайной ложке в год, наконец-то преодолел 6000 километров. Все с ним прекрасно. И для тех, кто попал на канал впервые и непосредственно смотрит это видео, давайте немножечко вам объясню вообще, что здесь происходит. Происходит здесь следующее. Я в свое время решил собрать себе велосипед, заказывая компоненты на AliExpress. И отдавая предпочтение преимущественно компонентам из китайского карбона. Смысл всего этого заключается в том, что я решил на личном опыте посмотреть, как высоко поднялся уровень китайцев в производстве велосипедных карбоновых компонентов. И в итоге теперь у меня вот велосипед состоит из карбоновой рамы, карбоновой вилки, карбонового подседельного штыря, седла с карбоновой рамкой и карбоновым основанием. Стоит карбоновый руль и 2 карбоновых обода. Ну, как мне кажется, в принципе, достаточно немало. Ну, помимо прочего, еще и куча разных других у меня здесь компонентов, заказанных также на AliExpress. И если кому-то интересно узнать что-то больше про конкретный компонент этого велосипеда, то все эти компоненты у меня заобзорены, и ссылка на эти обзоры находится в описании под видео. Переходите, ознакомьтесь. Ну и спустя 6000 километров я могу сказать так, что меня китайские карбоновые компоненты не разочаровали. Ну и не карбоновые тоже. Вот так вот. Я доволен этим велосипедом. Мне нравится, как он едет, мне нравится, как он выглядит. Несмотря на то, что, кстати, да, вот он грязный. Я его в этом году еще ни разу не мыл, как и цепь не чистил. Но, тем не менее, велосипед мне все равно нравится, несмотря ни на что. Ну что ж, поскольку с велосипедом за это время ничего негативного не произошло, то и ролик, наверное, получится сегодня коротенький. Хотя я догадываюсь, что кто-нибудь наверняка ждет того момента, когда велосипед начнет разваливаться. Ну, ребят, пока не разваливается. Как начнет, я вас обязательно об этом проинформирую. А сейчас все работает. Никакого негатива, никакого недовольства этим велосипедом у меня нет. Более того, я даже еще раз похвалю вот эти вот кендовские покрышки Quick Trax. Вообще никогда не подумал бы, что буду хвалить кенду. Некоторое время назад я этого производителя просто ненавидел, и замечу, что было за что. Но конкретно эта модель меня поразила в хорошем смысле. Очень качественные покрышки. Не скажу, что они изменили мое отношение к кенде на 180 градусов, но я не могу ничего сказать плохого про эти покрышки.
Во-первых, они недорогие, и некоторые моменты, такие как вес, к примеру, я готов им вообще простить и закрыть на это глаза. Что касательно остроты рулежки, ну да, немножечко изменилось, но тут виной в первую очередь это ширина покрышки и какой-никакой протектор. Но главный плюс для меня в этих покрышках заключается в том, что они офигенно держат меня на мокром асфальте, на мокрой разметке, на траве, на грунте. Слушайте, ну за такой контроль над велосипедом я готов многое простить этим покрышкам. Это действительно хорошо. Кто может вообще жаловаться на хороший контроль над велосипедом? Я даже не знаю, кем надо быть. Хороший контроль – это хорошо. И мне нравятся эти покрышки, получается, да. Может быть, это субъективно, но тем не менее это факт. Мое личное мнение. Вот так вот. Ну, а теперь давайте уделим пару слов велокомпьютеру от Coolchunk. В прошлом обзоре этого велосипеда я говорил, что после полного заряда этот велокомпьютер тогда отсчитал 500 километров, и спустя вот этот промежуток времени он показывал полный заряд. Так вот, на данный момент этот велокомпьютер отсчитал уже 1000 километров, и очевидно, что промежуток времени от момента зарядки стал еще больше. А заряд, между тем, все еще полный. Я, если честно, заинтригован. Мне интересно, насколько хватит одного заряда аккумулятора в этом велокомпьютере. Да, еще раз, кстати, повторюсь, что сейчас я использую этот велокомпьютер, не включая подсветку ни вечером, ни ночью. Вот, я его разряжу до одного деления, потом заряжу, и тогда еще раз поэксплуатирую его, ну, как положено. Уже буду включать вечером и ночью подсветку и тоже посмотрю, насколько хватит одного заряда. Так что, если вам интересно узнать, на что способен аккумулятор этого велокомпьютера, то следите за каналом, узнаем это вместе. Ну и последнее, о чем я хочу с вами сегодня поделиться, это о том, что моя борьба за качество торможения все еще продолжается. Изначально я заменил калиперы, поставив сюда ТРП Spire. Потом я заменил рубашки, установив секционные алюминиевые от Риск, а также заменил тросики. И теперь мне осталось заменить только одну деталь. Еще в обзоре, посвященному калиперам ТРП Spire, мне в комментариях люди писали, что штатные колодки в этих калиперах, ну, мягко говоря, так себе, и их надо сразу же заменить, поскольку они ни хрена не тормозят. И в подтверждение этим словам все мои знакомые, кто имел опыт эксплуатации ТРП Spire, также сказали, что меняй колодки оригинальные, которые стоят изначально с завода, полный шлак. Купи типа любые и сразу почувствуешь разницу. Ну, я в принципе так и сделал. Купил любые. Полез на Алиэкспресс и заказал самые дешевые колодки. 4 пары, вот здесь у меня конкретно одна. Это у нас аналог Shimano B01S. Ну, именно такие колодки стоят в ТРП Spire. Ну вот я их поставлю, и тогда мы узнаем, станет ли лучше с первыми попавшимися колодками. Хотя может стать и хуже. Но это мы узнаем уже спустя определенный промежуток времени. И о результатах замены колодок я расскажу как раз на следующем обзоре, посвященному пробегу этого велосипеда. Так что вот такие вот дела. Если вам интересно, что будет с этим велосипедом дальше, или вам просто нравится происходящее на канале, то подписывайтесь и ставьте колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Ну а у меня на сегодня это все. Всем пока и до новых встреч!
Ну и небольшое дополнение к отснятому материалу. Два даже дополнения. Ну, первое, это сорян за, возможно, такую сумбурную подачу основного материала, потому что я сейчас все буквально делаю на бегу, ну и получается так, как получается. А второе, это то, что я сейчас себе установил, наконец-то, дешевые китайские колодки, пока что только на переднее колесо, но, тем не менее, первое впечатление я уже получил, и, как мне кажется, когда этот велосипед доедет до 6500 километров, и я начну снимать видео, посвященные этому, основная часть того материала будет посвящена как раз китайским дешевым колодкам. Если вам интересно мое мнение по этому поводу, то следите за каналом, а у меня на сегодня уже точно все. Всем удачи и пока!